Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, хочу вас ознакомить вот с этой статьей, пишите в комментариях ваше мнение об этом. Оставьте Щербакову в покое, ученица Этери Тутберидзе давно заслужила поездку на Олимпиаду. Анну критикуют за падение на чемпионате Европы и требуют исключить из сборной, под таким давлением нетрудно сломаться. Оценка 69,5 балла за короткую программу Анны Щербаковой на чемпионате Европы стала для всех настоящим шоком. Фигуристка показала худший результат за 2 года и поставила под сомнение российский пьедестал в женском одиночном катании, за что получила серьезную порцию критики в соцсетях и СМИ. Анну требуют исключить из олимпийской сборной и заменить Елизаветой Туктамышевой. Мол, чемпионка мира исчерпала собственный ресурс и теперь недостойна ехать в Пекин. Но это в корне неверная позиция, фигуристка уже давно заслужила путевку на Олимпиаду, и доказывать ей ничего не надо. Тем временем выплескивание на нее разочарования от краха ожиданий может окончательно подорвать дух фигуристки, под таким давлением нетрудно сломаться. Так что пора оставить Щербакову в покое, пока не стало поздно. Соперничество Щербаковой и Туктамышевой – это миф. После провала Ани в короткой программе на чемпионате Европы разговоры о том, достойна ли фигуристка ехать на Олимпиаду, возобновились. Причем Щербакова попала под огонь критики и была заклеймена болельщиками как нестабильная. Дошло до того, что ученицу Этери Тутберидзе требуют срочно исключить из состава сборной и пригласить на ее место Елизавету Туктамышеву. Хотя даже если представить, что федерация согласится на проведение перекатов между спортсменками, в пользу действующей чемпионки мира говорит слишком много факторов. В отличие от Лизы, Анна не владеет тройным акселем, зато в ее арсенале есть 2 старших квада. Да, Луц мы пока так и не увидели, для этого надо как минимум дождаться предстоящей произвольной программы у женщин, но даже с 1/4 техническая база воспитанницы Хрустального не намного ниже. Если присмотреться внимательнее, то преимущество Щербаковой далеко не в ультра-си. Если допустить, что обе фигуристки ошибутся на своих коронных прыжках, то Ани потеряет гораздо меньше из-за более высокой стоимости других элементов. Спортсменка исполняет 3 сложных каскада с лутсем и флипом, в то время как ее конкурентка предпочитает сольные прыжки или комбинацию с секвенцией, что серьезно урезает ее технический потенциал. На размер базы влияют и непрыжковые элементы, и тут Щербакова снова опережает соперницу, показывая комбинированное вращение со сменой ноги и заходом через прыжок вместо более простого вращения в заклоне. Все эти нюансы отражаются и на второй оценке, с которой у Ани все отлично. Артистический дар фигуристки многогранен, в этом сезоне она экспериментировала с программами, доказывая, что не является заложницей одного образа. В целом судьи очень лояльны к подопечной Тутберидзе, ее средние показатели стабильно выше в этом году даже в моменты, когда ей что-то не удается. По сути, Щербакова по всем параметрам превосходит Туктамышеву, так что их соперничество скорее миф, чем реальность. Щербакова – самая титулованная фигуристка олимпийского цикла. Авторитет Щербаковой за рубежом неоспорим. Арбитры обращают внимание не только на звание лучшей фигуристки мира, но и в целом на достижения Анны. За 4 года Щербакова невероятно спрогрессировала и стала самой титулованной спортсменкой этого олимпийского цикла, выиграв чемпионат мира и 3-ды чемпионат России. Тренер Александр Жулин однажды предложил давать бонусы возрастным фигуристкам, грубо говоря, за выслугу лет. Специалист явно намекал на ученицу Алексея Мишина, но возникает вопрос, чем хуже Щербакова, которая в век сумасшедшей конкуренции и скоротечности карьер у юных спортсменок сумела взобраться на Олимп и удержаться там, несмотря на присутствие таких талантливых соперниц, как Трусова и Косторная. Разве Анна не заслужила небольшой поблажки? Весь цикл фигуристка работала над собой, трудилась для страны, выдав героический прокат на чемпионате мира в Стокгольме и привезя в Россию драгоценное золото, но вместо поддержки и понимания получила в ответ одни упреки. Спад Анны был ожидаем, но если у большинства спортсменок ее возраста трудности начинаются исключительно из-за физической формы, то Щербаковой выступить чисто мешает психология. Стальные нервы, которыми она славилась, сдали, иначе как срывом глупые ошибки фигуристки не назовешь.
А довели ее до такого состояния фанаты и представители прессы, которые сначала собственноручно повесили ей медаль Пекина, а затем, разочаровавшись, задавили спортсменку критикой. Как итог, гиперответственная Аня не смогла полностью абстрагироваться от резких слов и показала не лучшие результаты. По сути, она пострадала из-за завышенных ожиданий федерации, тренеров и любителей фигурного катания. Даже самый психологически устойчивый человек с трудом вынес бы такое колоссальное давление. Так что же теперь делать, отцеплять Щербакову от игр было бы слишком жестоко, тем более они как никто другой заслуживает поездки в Пекин. Она несколько лет усердно работала, чтобы получить этот шанс, и списывать ее вот так просто несправедливо. К тому же исправить ситуацию еще можно, как уже было сказано, у фигуристки нет особых проблем с физикой, потенциально она способна выкатывать свои сложнейшие программы. Надо лишь избавить ее от блока в голове, а для этого необходимо прекратить атаку на нее и набраться терпения. Иными словами, пора оставить Щербакову в покое и дать ей подготовиться к важнейшему старту в карьере в нормальной обстановке. В конце концов, если Анна не выиграет в Китае, это не станет трагедией, ведь у нас есть и другие претендентки на заветное золото. Но трагедия случится, если столь одаренная фигуристка пропустит Олимпиаду, ради которой трудилась так долго.